Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Меня зовут Сухова Дарья. Сейчас в издательстве «Галактика» вышли мои 3 новые книжки. И сегодня мы расскажем немножко о том, что за методики вышли и для чего это нужно. Первая книжка – это «Игры в клеточку», которая предназначена для детей от 4 лет. В настоящее время большинство методик, которые выходят, построены так, что изначально в них дается задание ребенку, и ребенок делает что-то по образцу. То есть нет мысли самого ребенка, как и что нужно сделать, а сразу дается, как нужно сделать правильно и что от него требуется. То есть, по сути дела, речь идет о дрессировке ребенка. Методика игры в клеточку построена именно таким образом, чтобы дети учились мыслить самостоятельно, сами открывали закономерности устного счета, сами придумывали, как им легче считать, иллюстрировали таким способом, каким им это удобно, сами составляли примеры. В методике очень важно, чтобы партнер ребенка, это может быть либо взрослый, либо педагог, либо другой ребенок, был равноправным, чтобы одновременно задание выполнялось и ребенком, и, например, учителем. И учитель здесь такой же ученик, как и ребенок. И они обмениваются между собой идеями о том, как делать задания. Сейчас я вам расскажу о некоторых заданиях, которые есть у нас в играх в клеточку, о некоторых играх. Итак, первое, о чем я хочу рассказать, эта игра называется «Цифровая поляна». Для того, чтобы играть в эту игру, вам понадобится лист со страницы 18, кубик игральный и фишки для игроков, по количеству игроков. Мы кидаем кубик и определяем, что первый игрок у нас стоит на клетке с номером 2. Кидаем второй игрок кидает, выпало 6. Оно нам не подходит. Мы кидаем еще раз, выпало 3. Ага, 3 у нас есть, и второй игрок занимает позицию 3. Начинается игра, ходит первый игрок. Он бросает кубик. У него выпало число 5. 5 есть на клетке сверху и есть на клетке справа. Игрок должен пойти на ту клетку, которая ближе. При этом, когда ребенок, поскольку у нас ребенок маленький, он не просто ходит, а считает количество клеток, которые он проходит, чтобы достичь той клетки, куда ему нужно попасть. Он говорит раз и попадает на клетку с 5. Кубик кидает второй игрок, у него опять выпала пятерка, у него теперь, у этого игрока выбор. Он может пойти на клетку ниже и пойти на клетку выше. Но поскольку выход с поляны находится ближе к этой цифре, игрок выбирает вход сюда и говорит раз, помещает свою фигурку на цифру 5. Опять кидается кубик. У этого игрока выпала цифра 2. Поэтому опять ближайшая у него цифра оказалась рядышком. И он опять говорит раз и делает ход. Кидается заново кубик. У этого игрока выпала цифра 4. Ему так повезло, что он может пойти как в правую сторону, так и левую. Ближайшее расстояние до цифры 4 есть. Цифра 4 находится и справа, и слева. И он делает ход. У этого игрока выпало 5. Прям этот игрок у нас попал в заколдованное поле. И он опять переходит на цифру 5, считая раз. Второй игрок, у него попала единичка. Он переходит на цифру 1. Ура! Наконец-то у этого игрока есть прогресс. Он может перейти на цифру, которая уже внизу. И опять же, эта цифра опять делает один ход. Раз. У этого игрока выпало 6, ему повезло, потому что это такое число, которое позволяет ему покинуть поле. Потому что рядом это угловое поле, и рядом находится цифра 6. Он может покинуть. Ура! Игра закончилась, он победил. Игрок может покинуть поле, когда
на кубике выпало то число, которое находится рядом с той фишкой крайней, на которой стоит игрок. И только тогда он может покинуть поле. То есть в этом случае он мог бы покинуть поле, если выпала либо шестерка, единица. Если наш игрок находился на этом поле, то он бы мог покинуть только если у него выпала пятерка. Если у игрока находилась бы фишка на этом поле, то он может покинуть поле, если выпала тройка или шестерка. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Играйте вместе с нами.